Всем привет! Меня зовут Полина, и я являюсь студенткой третьего курса Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета. Сейчас мы с вами находимся в корпусе на улице Курлянской, которая принадлежит моему родному факультету автомобильно-дорожному. И сегодня именно с ним мы с вами и познакомимся. Собственно, АДФ – это и есть автомобильно-дорожный факультет. Здесь студенты осваивают различные компетенции в сфере автомобильного транспорта. И помимо огромнейшего научного комплекса, у нас очень весело и интересно. Я обучаюсь на направлении прикладная механика. Здесь в основном мы осваиваем компьютерный инжиниринг. Что это значит? Все звучит не так страшно. Нас обучают работать в различных инженерных программах, такие как AutoCAD, Autodesk Inventor, SolidWorks, Compass и прочее. Их на самом деле огромное количество, и все они помогают решать нам различные поставленные инженерные задачи. Мы в основном занимаемся проектированием, расчетами и различными рабочими чертежами. На самом деле это достаточно долгая и душевная история, но знаете, как бывает, что ты приходишь в какое-то место и ты понимаешь, что оно твое. Вот так однажды, 3 года назад, я зашла на день открытых дверей в СПб ГАСУ и поняла, что я просто не хочу отсюда уходить, потому что это то место, в котором я ощущаю себя как дома, и то место, в котором я действительно хочу учиться. И когда я начала готовиться к экзаменам, я шла целенаправленно только в это место, и у меня все получилось, теперь я счастлива, что я учусь в СПб ГАСУ. Изначально я рассматривала совершенно другой факультет и совершенно другое направление, но по какому-то неизвестному стечению обстоятельств вышло так, что я попала на автомобильно-дорожный факультет, о чем, кстати, я совершенно не жалею. Я понимаю, что случайности не случайны, ведь то направление, на котором я обучаюсь сейчас, действительно мне нравится, я люблю его, мне нравится на нем учиться, и я не ошиблась ни в коем случае. Мне кажется, ГАСУ не может не влюблять в себя людей, помимо того, что это безумной красоты здание, которое имеет шикарную историю. Стоит пройтись по кафедрам рисунка, заглянуть в архитектурный корпус, увидеть все эти скульптуры, картины, различные работы студентов, которые уже давным-давно выпустились. Это невероятное зрелище, и, конечно же, у нас новый современный научный комплекс, хорошо разработанные лаборатории, в которых мы можем на практике посмотреть, как что работает. Даже сейчас мы сидим в учебной лаборатории, вы сами видите, что у нас присутствуют различные стенды, детали, которые можно подойти, пощупать и посмотреть на практике. И, конечно же, я не могу не отметить преподавательский состав, которым, наверное, славится СПб ГАСУ, потому что это невероятно умнейшие, добрейшие, веселые люди, которые всегда индивидуально и очень интересно подходят к своим парам и составлению учебных программ. Это действительно очень важно, потому что главные люди после студентов — это преподаватели. После них составляется вот это настроение, ощущение от учебы, и с нашими преподавателями действительно приятно работать. Совсем недавно корпус автомобильно-дорожного факультета оправился после затяжного ремонта, и теперь мы наконец-то можем посетить это здание, обучаться здесь на парах. И это действительно то место, которое, знаете, наверное, пропитано знаниями. Здесь абсолютно новые аудитории, современные, на которых очень легко обучаться и более углубленно изучать свою профессию, будущую, и осваивать какие-то компетенции и навыки. Поэтому здесь действительно интересно. Я могу похвастаться нашими лабораториями. Я считаю, что далеко не у всех они есть. В СПб ГАСУ абсолютно нет проблем с решением вопроса о трудоустройстве. Абсолютно на каждом факультете, на каждой кафедре вы сможете подойти к своим преподавателям и попросить их о помощи. И они вам предоставят список компаний, которые будут сотрудничать со студентами, выпускниками нашего вуза. Поэтому я абсолютно не переживаю, ведь уже находясь на 3-м курсе, я могу позволить себе пройти практику в известной питерской строительной компании. Я считаю, что это очень перспективно для меня лично и очень престижно, что говорит о вузе только в лучшем ключе и в лучшем свете. Если честно, сейчас сложно ответить на этот вопрос, потому что из-за карантина получилось так, что у студентов, кто сейчас обучается на 2-м, 3-м, 4-м курсе, не было возможности освоения производственной практики, наверное, в каком-то вот практическом плане. Поэтому у нас не совсем иногда есть представление о том, чем конкретно мы можем заниматься. Мы владеем
хорошим количеством компетенций, у нас достаточно широкая база знаний, но для начала мне бы хотелось посмотреть всю эту внутреннюю кухню, как оно все работает, и попробовать себя в различных направлениях деятельности, чтобы понять, чем бы конкретно я хотела заниматься, потому что сейчас пока с этим немножечко сложно. Хотела бы работать по профессии? Да, мне это действительно интересно, но чем конкретно заниматься, я пока не знаю. Не скажу в рамках профессии, скажу в рамках своего направления, из тех дисциплин, которые лично меня привлекают. Это, естественно, все, что связано с проектированием. Мне очень нравится работать в компьютерных программах, придумывать, это на самом деле какой-то даже творческий процесс, создания 3D-моделей и воплощения их в жизнь. У нас есть лаборатория с 3D-принтером, где мы можем воссоздать то, что мы сами же себе нарисовали, и увидеть это вживую. По-моему, это здорово. Поэтому, наверное, я бы хотела заниматься чем-то таким. В СПб ГАСУ практика осуществляется по 3 направлениям. Начальные курсы осваивают учебную практику на базе вуза. Здесь они изучают будущую профессию, могут посещать различные экскурсии на предприятиях и производствах. Следующая практика, соответственно, производственная. Здесь ребята уже напрямую работают с компаниями. Они могут проходить их от вуза, либо же находить их извне самостоятельно. Также очень часто у нас практикуются стажировки с последующим трудоустройством. И выпускные курсы у нас проходят преддипломную практику. Обычно это те компании, в которых они остаются работать уже и после своего выпуска. Самый первый вопрос у всех студентов – это вопрос, а где я буду работать? Или кем я буду, когда я вырасту? Представьте себе строительный объект. Казалось бы, при чем здесь автомобильно-дорожный факультет? Я тоже так думала. Но на самом деле в нашем вузе каждый факультет, если представить это себе огромной строительной площадкой, является неотъемлемой частью всего этого механизма. За что отвечает автомобильно-дорожный факультет? Любая строительная техника, которую вы можете встретить на любой стройке, это наша прямая обязанность. Ее эксплуатация, ее создание, проектирование деталей, решение того, как и сколько она будет работать, подбор масел и прочее, всем этим занимаемся мы на автомобильно-дорожном факультете. Я уже упоминала о том, что у нас новый корпус, и наконец-то к 3-му курсу я смогла попасть в наши учебные лаборатории, и это был неописуемый восторг, потому что когда ты видишь вот это все вживую, ведь ничто не заменит, никакая презентация или лекция того, что ты можешь сам руками потрогать, посмотреть, как различные процессы работают изнутри, заглянуть внутрь машины, посмотреть, как крутятся все детальки, откручиваются болтики, переливается масло, запустить гидропривод, поработать с бульдозером. Это очень здорово, это очень познавательно в первую очередь и интересно. Никто, я думаю, со мной не поспорит, что это незаменимый фактор в обучении. Аудитории все новые, оборудованные, вы можете изучить абсолютно любой предмет в любой аудитории. Например, если вам интересно, я недавно узнала, что у нас в ГАСУ, а конкретно в корпусе автомобильно-дорожного факультета, даже есть свой собственный лифт, экспонат лифта. Это, кстати, к вопросу о том, что меня удивило, чем я могу заниматься. Подъемные системы, например, лифтовые, тоже входят в наши компетенции. Больше соседней аудитории, там реально лифт стоит.